на своем канале. Всех своих подписчиков и гостей канала благодарю за комментарии, которые вы оставляете. Делитесь своими историями. Ну а сегодня мы будем смотреть с вами, с чем же осталась недоброжелательница на следующие 18 лет. Будем мы смотреть тоже определенную личность. Загадывайте, кому что интересно. Мальчики, вам вообще так подойдет данная тематика. Давайте скажем так. Женщина, к которой относились вы, подруга, мать, сестра, неважно кто, жена там, либо кем она там вам являлась. Допустим, вы знали, что человек, предощущали заранее, что человек полон говна, знали, но проходили свои уроки, соответственно, что-то было и хорошее, что-то было и плохое, но в отличие от вас, этот человек, зашкурился в вашу сторону. То есть, возможно, чему-то позавидовал, возможно, вообще магию, чудил неправомерно. Вот в этом контексте и посмотрим. Смысл тот, что вы относились все равно искренне и по крайней мере надеялись, что от этого человека это тоже взаимно по отношению к вам. Итак, давайте посмотрим сразу. Посмотрим сразу отношение человека к вам искреннее, не то, которое... Давайте так. Вот то, как по-настоящему человек к вам относился, а потом посмотрим то, что он показывал. Вау! Девочки и мальчики, я вас поздравляю, здесь человек, который желал вам смерти. Здесь человека очень радовали ваши потери. Вот вам, чем хуже вам в жизни, тем ей лучше, веселее и забавнее. А еще я вам хочу сказать, что на вас эта женщина тренировалась в магии. Здесь женщина, которая прислушивалась к вашим идеям, особенно что касается вашего потока, магических способностей, вашей интуиции, и училась, копировала вас. Возможно, пыталась учиться на ваших ошибках. Возможно, это было и взаимно с вашей стороны. Здесь знаете, что было общее, что вас связывало? У вас были общие уроки кармического плана по поводу того, как решать ситуации с нападками неправомерными в вашу сторону от людей. То есть, как нужно правильно выходить из тех или иных ситуаций, связанные они с магией, либо же это просто ситуации из жизни, там с социумом связанная и тому подобное. Итак, как же она себя позиционировала по отношению к вам? Во-первых, что она показывала, Здесь вы общались, обменивались идеями. Вам нужно было следить за тем, что человек вливает вам в голову, какие идеи, какие речи вкладывает в ваши уши.
Повторюсь, были и приятные ситуации, общие проекты, общая деятельность. На что она рассчитывала, на какие плоды? Повторюсь, эта женщина на вас оттачивала свои магические ритуалы, смотрела, как пройдет, как сработает. Она хотела вас закрыть. Она всячески, как она себя показывала, она всячески могла заставлять вас сомневаться в вашей интуиции, в ваших знаниях, в вашем выборе. Еще эта женщина как будто бы вас выделяла из толпы, но к вам относилась так, как будто это она выделяется, понимаете? Еще она знает, что в отличие от нее вы умеете контролировать свои желания. Итак, разобрались, кто есть кто. Давайте посмотрим, что она там с магией вам делала. Она с помощью вас хотела добиться своих целей, развернуть фортуну на свою сторону. На вас скидывала свои неудачи в бизнесе. Короче, с вас скачала она ресурс. Здесь крадники на деньги. А знаете, что из плюсов? Вам лично из плюсов нифига. Потому что с помощью ваших знаний она проясняла для себя определенные ситуации. И выдавала ваши идеи за свои. Как будто бы это ее инсайты, это ее интуиция, это ее знания. Но помимо этого, все равно были такие моменты, когда вы могли прояснять отношения как цивилизованные люди, то есть общаться, говорить и что-то решать. Что еще в магии? Этот человек хотел бы, чтобы вы совершили неверный выбор. Потому что человек видел, что вы выбираете сердцем, а она выбирала всегда тот вариант, где больше денег, ей это принесет. Да, я же сказала, и 8 пентаклей. Эта женщина очень завидовала тому, что вы, как вы и что умеете делать. Я не знаю, возможно, вы поете хорошо, кто-то, возможно, рисует, кто-то просто отлично бухгалтерию ведет, но вы занимаетесь своей работой с любовью, понимаете? Она обдумывала свой каждый шаг. Как бы вам из-под тишка что-то поднасрать. Понимаете, вы ей доверяли. И этот человек этим пользовался. Она пользовалась вашим доверием. Но и тем не менее, все равно были такие моменты, когда вы за счет этого человека меняли свое мнение. То есть вы учились гибкости при общении с этой персоной. А давайте так, а какие там она знания в магии оттачивала? Здесь, возможно, на вас были переклады несчастливой доли и судьбы. Понимаете, этот человек всегда боялся принимать решения.
И всегда оставался потом недоволен тем, что имеет. А на вашем примере, понимаете, она как будто бы училась не бояться принимать эти решения. А что по карте смерти? Здесь человек вас в иллюзию вводил, чтобы вы не развивались в магии. Здесь, понимаете, как вы, допустим, говорите там вот так вот и вот так вот. Она говорит нет, хотя знала, что вы правы. Здесь даже человек мог удивляться, как это так, что вы знаете. Допустим, вы там не находились с ней рядом, она что-то о вас рассказывала. Вы потом говорите, слушай, дорогая, вот так и так, короче, ну, есть ли какие-то проблемы? Нет, этого не может быть, это я не говорила, этого не было и тому подобное. Короче говоря, главное, чтобы не спалиться, понимаете? Не пойман, не вор. От этого человек отталкивался. Но здесь засирание вашей головы, чтобы именно вас ввести в оморочки. Потому что вы этого человека очень четко выводили на чистую воду. И часто говорили то, что ему не нравится слышать. Этот человек хотел с помощью вас выйти из состояния жертвы ради достижения какой-то стабильности, процветания бизнеса, либо чтобы начать отношения с мужчиной. Знаете, стабильные такие, да, муж, жена и тому подобное. Здесь человек мог родовые программы на вас перекладывать. Вот ему нужно отработать что-то, а он решил, что это нужно переложить на вас. И таким образом у нее все пути дорожки будут открыты. Здесь человек очень завидует тому, насколько вы выделяетесь из общего количество масс, понимаете, людей, да? У вас есть нечто, ваше умение, знание, опять же таки, ваша интуиция, это связь с предками рода, за счет которой вы реально выделяетесь из толпы, понимаете? Да, вы делаете ошибки, да, вы не идеальны, но вы выделяетесь. И в первую очередь вас выделяет эта женщина, потому что она завидует этому вашему качеству. Она вот именно деструктивные отработки свои скидывала на вас. Особенно, что касается мужиков, либо бизнеса. Чтобы у нее процветало, а вам было фигово. А почему ты это делала? Хотелось нового, хотелось разрушить старые родовые программы, не хотелось их отрабатывать, а почему бы не использовать кого-то другого в этом плане. У нее было очень много незавершенных дел, которые ее тянули вниз. То есть здесь именно родовые программы, которому человеку положено отработать. Человек очень часто сомневается, понимаете, а правильно или неправильно я поступлю, сделать так или эдак. Здесь у человека, у этой женщины, непринятие своего 15-го аркана. И я бы даже сказала, что и 5-го аркана тоже, то есть иерофанта. Здесь, знаете, из одной драмы в другую. То я вам всем отомщу, и если я проявлю хотя бы маломальскую сердечность, я буду слабой, потому что много непроработанных детских комплексов. Либо же здесь я святая и обижена всеми. Как несправедливо по отношению ко мне поступают те или иные люди по жизни вообще в целом. То есть, поняли, да, вот эта болтанка. И
Ей нужны были доходы, энергия для того, чтобы произвести инвестиции в что-то новое, вложиться во что-то. Еще этот человек был очень зажат и закомплексован, а благодаря вашей энергии ворованной, этот человек научился выражать свои все мысли открыто и действовать без промедлений, использовать свой опыт, понимаете? Хотя, этот человек вообще таковым не являлся. Допустим, если это ваша подруга, и вы общались там лет 15, вы прекрасно знали, какой она была на фоне вас в свое время. Итак, к чему привела ее магия на тот момент, когда вы смотрите уже это видео? Возможно, вы разобрались с этой ситуацией, поняли, кто есть кто. Давайте, что она... Какой приговор она себе на следующие 18 лет подписала? Здесь у человека перекрыто общение с высшими силами. Человек умеет только брать, воровать, красть, при этом создавать образ святой. И человек не умеет отдавать. Получать хочет, а отдавать нет. Человек не желает от чего-то отказываться. Понимаете? Не хочется ей совершать этот обмен. Хочется, чтобы все в ее рылко было. Но ей придется отказаться от связи с высшими силами. Также ее начнут окружать люди, которые будут у нее подворовывать ее деньги, ее накопления, ее ресурс и энергию. Ей придется учиться осторожно выбирать моменты для своих вложений, иначе она начнет многое терять. И скорее всего, что этот человек и ранее, знаете, это из области кредиты часто брать. Вы поняли, да, в каком аспекте? Жить как бы в долг. Человек будет думать, что он движется вперед, что он будет освобождаться от ненужного. А какой багаж ты там с собой тащишь? Здесь эта дама никогда так и не сможет научиться принимать свои ошибки. Возможно, она делает вид, что она это делает, но по факту, нет. И еще здесь любитель бухнуть. Ей будет казаться, что, понимаете, она вроде бы как, с одной стороны, понимает, что да, вот там я накосячила, так делать больше не надо, но тут же прибухнула и на те же грабли по жизни, поняли, да? Один и тот же урок по кругу просто проходит с разными декорациями. И считают, что она очень ловко умеет проявлять изобретательность и манипулировать своими эмоциями. Здесь у человека не будут получаться новые проекты, не будут получаться выйти из определенного застоя. У человека не будет получаться сделать себе чистки, очиститься от чего-то, понимаете? Человека будут постоянно сбивать эмоции, и человеку будет страшно идти по выбранному пути. Допустим, если это практик, человек просто будет не в состоянии принимать новые энергии планеты. Не сможет
сможет сконцентрироваться на ситуации, которая будет ей мешать и вредить. Каждый раз, когда она будет думать, что она выходит из определенных обстоятельств, на самом деле она будет входить в десятку мечей, в следующую. Там, где негатив ее будет ограничивать и сжирать изнутри. Она не будет видеть возможностей вокруг себя. И здесь треугольники, вечное бухание и снова страх. Страх, который останавливает. Хотя большинство препятствий могут быть легко преодолимы ею же. Так, смотрите, по поводу магии она будет бояться принимать решения, брать на себя ответственность, понимаете? Здесь человек, который не в состоянии быть самостоятельным. То есть, если человека кто-то направляет, ведет, тогда он и повышает ему самооценку, кстати, тогда она как бы, оп, я на коне. Но на самом деле сама она... Время уже пришло давным-давно, да, стать самостоятельным. Или же, накроют проблемы. Проблемы накрывают, но самостоятельным человек так и не становится. Он боится, у него очень много страхов. Где-то очень боится отказаться от каких-то старых, уже отживших догм, понимаете? А эти перемены, они неизбежны. Вместо того, чтобы, понимаете, вот эти уроки проходить, она вечно вступает в борьбу, с кем-то сражается, вечно кто-то на нее нападает. Возможно, она так и жила, и живет, вот и жить она так и будет, в принципе. Вот знаете, повоевала, попобеждала, и бухать, и радоваться. Здесь еще у человека, если бизнес связан с интернетом, с разными странами, с разными людьми, знаете, в этом вопросе одни препятствия. Она постоянно, понимаете, вместо того, чтобы слышать свою интуицию, прислушивается к мнению окружающей среды. То есть человек очень поддатлив влиянием масс-медиа, телевизора и интернетовским вот этим всяким штукам. То есть не фильтрует человек информацию. Она как будто... здесь человек может заниматься игроманией, то есть делать ставки, поняли, да? Здесь человек, который верит, что он как-то вот оп, и быстро ему фартанет, он обогатится и пойдет еще к более лучшим завоеваниям и к более выигрышным ситуациям. Эта женщина не сможет больше обдумывать свои цели и направления своего развития. Вместо этого ее будут, понимаете, она погрязла. И погрязла очень хорошо. И даже ее сердечная чакра погрязла вместе с нижними. Чем она завалена будет? Вечно будет на выборе. Вечное взвешивание перед принятием каких-то решений, чтобы достичь более высокого благосостояния финансового. И будет тянуться за силой. А сила будет с ней.
Нет, не будет сила, потому что, ну как давать силу такому человеку? А была эта сила с ней? Ну, было упорство, что-то, да там человек знал. Здесь знаете, какая сила была? У нее были иллюзии, что она имеет право идти по головам и таким образом вершить некую справедливость. Возможно, вы стали тем человеком, кому она не имела права наступать на голову только из-за своих каких-то там надуманных мороков, понимаете, и самооморочек. Но здесь не сколько надуманное, здесь, понимаете, зависть тому, насколько вы выделяетесь, а она нет. Я все преодолею, я все магией могу, но это иллюзия. И в итоге пришла она к 8 кубков. Ее ожидает провал. Ей придется принять это неизбежное и извлекать очередной раз уроки. То есть, понимаете, пони бегает по кругу. Так, что еще ждет? А вы знаете, что ждет эту женщину? Каждый раз, когда она будет практически в шаге от того, чтобы получить магические знания, открыть тайны бытия, связь с родом наладить, с миром мертвых, получить ответы на свои вопросы, ее будет тянуть дьявол. И здесь весь вопрос в любовных треугольниках, девочки и мальчики. Здесь все будет по нижним чакрам. Здесь дама, которая, ну, везде не хозяйка. По своим причинам. Либо лишь бы выйти замуж, вот надо найти вторую половину, либо вот он мне нужен. Здесь человек не может концентрироваться на своих идеях, сливает свою волю, понимаете, на какие-то треугольники, предательства, не может откладывать с принятием решений, действует здесь и сейчас. И знаете, в чем прикол? Вместо того, чтобы остановить этот сценарий, она как будто смотрит на кого-то, здесь коперы. Коперы, да. Я хочу, чтобы как вот у Пашки, у Машки, у Сашки, вот такая, чтобы семья была, вот такие вот знания, вот такие вот перспективы. Я хочу, чтобы мне предки духи рода дали все, что есть у них, потому что здесь, знаете, желание еще сама не входит в свою силу со своим родом, но человек крадет эту силу у других, то есть ворует. То есть ей какая-то возможность попадается, и она с человека сдергивает. А сама чего-то очень боится. И бояться будет. Следующие 18 лет. Итак, с чем она еще там останется, и совет для вас по поводу нее посмотрим. Да все благие начинания, идеи, понимаете, когда нужно действовать быстро и решительно, человек просто сливает. Он не умеет доверяться потоку и вместо этого блуждает в лабиринте своих иллюзий, своих каких-то оморочек, своих каких-то надуманных планов, понимаете? Здесь человек как будто бы боится и будет бояться.
и дальше ничего не поменяется. Заниматься тем, что он любит. Жить так, как он любит. Быть с тем, кого любит. Здесь как будто бы вот вы естественно можете себя вести, да, а этот человек себе этого позволить не может. Он все время под масками. И здесь как будто бы страх, что засмеют, если я покажу, да, допустим, как я там крестиком вышиваю. Ну, как пример. Либо что-то еще. И что? Вот понимаете, появляется шанс, ей даже предки духи рода об этом говорят, что есть шанс, а она этот шанс сама скашивает. При этом говорит, сейчас время не для цели, я сама управляю своей ситуацией, и тут же начинает вкидываться опять в какие-то разборки, и магические, и социальные, закрывается, выставляет себе защиты, тратит на это кучу энергии. И понимаете, здесь человек создает сам себе проблемы и героически их преодолевает. И еще говорит, что я иду к своей цели, а время уходит, уходит и уходит. Время жизни на это все. Еще человек все время думает, что всему придет свое время. Ну, иногда, если ты ничего не делаешь, то ничего и не придет. Давайте совет для вас по поводу этой личности. Если у вас были какие-то отношения, ну, по сердцу, да, то не привязывайтесь к этому человеку, да. Уходите в новое, пожалуйста. Встретите вы еще достойную жену, если мальчики на кого смотрят из девочек. Встретите вы свою любовь, девочки. Встретите вы себе еще истинных подруг, достойных людей, с которыми у вас будет общение по сердцу, и вы интуитивно будете понимать, что в этих новых отношениях вы уже не будете в какой-то стагнации находиться, не будете свою энергию раздавать, а будете именно наполняться. Солнце и десятка кубков. То есть люди, которые вас ждут впереди, будут вас наполнять. А вот эта женщина, кого бы вы ни загадали, она не в состоянии наполнить. Понимаете? Она сама пустая. То как она может наполнить вас? Никак. Кого-то другого тоже никак. От слова совсем, потому что нечем. Здесь именно страх показать себя, какой ты есть на самом деле. Вот и все. Это личные заскоки, травмы и комплексы человека. То есть, по сути, это не ваши проблемы. Свои уроки, я думаю, от общения с этой персонажихой вы для себя очень даже таки давно извлекли. Вот такой расклад, ребят. Пишите ваши комментарии. Все почитаю, все будет интересно, потому что здесь, ну, обширный спектр мадмуазель, так сказать. Для каждого из вас она будет своя, да, как говорится. Всем осознанным добра этого мира. Всем пока-пока.